Всем привет! Добро пожаловать на канал Татьяна Мертвоглу «Турецкие узоры». Сегодня я свяжу еще одну пару тапочек спицами. Вот такие тапочки связала, простенькие, облегченные. Именно вот на летний-весенний прохладный вечер, как я решила, что они так будут. Значит, как я их вязала? Начну сразу, перейдем к делу. Вязала шиворот на выворот. Как-то все наоборот в этот раз я сделала. Начала. Откуда же начать объяснять-то? Связала сначала нижнюю часть вдоль всей ноги. Вот смотрите, сейчас сразу по ходу буду показывать. Вот набрала петли. Это вот у меня нужная длина, не считая пятки. Как сделаем расчет? Замеряем свой размер ноги вот так вот в сантиметрах. Ну и, соответственно, наберем нужное количество петель, соответствующее сантиметрам. У меня 23 с половиной, 24 размер. Это 37-38 получится. Я по своим ниткам набрала 123 петли. Нитки у меня, как всегда, картопу Флора, акрил, стопроцентный акрил, 240 метров, 100 граммах. Вот такие вот ниточки у меня. Значит, поэтому методом подгона, если честно сказать, я делала, потому что вот эта вот полоса у меня получилась сколько? 47 сантиметров. В половину 23 с половиной, ну еще немножечко на растяжку. Пятка как раз 37-38 выходит. Потому что я попробовала посчитать, сколько петель в сантиметре. У меня сильно длинная получилась. Вот. Набрала петли, сложила напополам, замерила. У меня вышло 23,5 сантиметра, где-то 37-38 размер. Еще учитывая то, что они растянутся, и кусочек будет пяточки. В общем, вот так вот. Теперь набрали петли, и первые 4 ряда в высоту, это, по-моему, всем понятно, все знают, как набирать, я провязала вот лицевой гладью, чулочной вязкой. Теперь, что я буду дальше делать? Я вот возле пяточки начинаю вот, кто как хочет, можете отсюда начать увеличивать, можете ближе к пятке начать увеличивать. Отступила я с каждого края по 20 петель. Всего у меня 40 петель. И провяжу их поворотными рядами, частичное вязание. Короткие ряды, укороченные ряды. Ой, запуталась. По 5 петель. Кто не знает, можете подробно посмотреть, как вяжутся поворотные ряды, укороченные ряды. Несколько способов вязания есть, поэтому можно нить перетягивать, можно просто перебрасывать. Сейчас я вам покажу, как я это сделала. Значит, вот еще раз. Набрала длину, провязала 4 ряда. Ну да, ваша высота. У кого-то будет больше, может быть, в зависимости от нитки. Теперь, где тут я уже 2 разика сделала. Через каждые 5 петель я буду поворачиваться обратно. Сначала с одной стороны, а потом точно так же я сделаю с другой стороны эти ряды, увеличим задник. Кто хочет мелкий задник, можете эти поворотные ряды не делать. Поэтому смотря у кого какая высота пятки. Вот еще в чем дело. Сейчас я замерю свою пятку. У меня сантиметров 6-7, сантиметров 7 получилось вместе с окантовкой. Так.
Вот смотрите, раз, два, три, четыре, пять. 5 петель у меня осталось. Я эту нить перебрасываю сюда, возвращаю обратно, переворачиваю вязание, нить опять провожу вперед и иду дальше. Следующий ряд, опять же, точно так же, не довязывая 5 петель, я вернусь обратно. Или же можно делать, сейчас покажу обратно, просто перетягивать. Сняли ниточку и хорошо ее перетянули на ту сторону. Вот. Может, еще какие способы есть, не знаю. Но все это можно посмотреть в интернете. Вот так вот. Доходим до конца. И опять же возвращаемся по 5 петель. Убираем, убираем, и у нас увеличится задник. Понятно, да? В общем, часть задника, сколько я здесь сделала, как я уже сказала, по 20 петель я сделала с каждой стороны. Вот это у меня где-то получилось. Вот отсюда я вот начала убирать. В общем, посмотрите по своему методу. Может быть, вы дальше начнете сокращать, может быть, вот ближе к мысику сокращать, начнете повороты эти делать. Давайте сейчас сделаем с каждой стороны, сократим эти петельки, увеличим задник, и потом будем вязать дальше. Дальше сделала я укороченные ряды с другой стороны. Теперь покажу, как я эту петельку поднимаю. Вот через каждые 5 петель я их укорачивала. Это у нас изнанка. Вот смотрите. Ну, смотря каким вы способом будете делать. В общем, в интернете посмотрите, в Ютубе там несколько способов, какой вам будет, более вам подойдет. Теми делайте укороченные ряды. Значит, вот эта петелька, которую я перебрасывала, вот она впереди, как петелька. Я ее возвращаю обратно на спицу. И провяжу их вместе. Так, где она у меня? Вот она. Сейчас я ее подниму. Одела. Все. Итак, дойду до конца. Вот так вот получается спереди. Увеличила я задник. Все, теперь я иду дальше. Дойдем до самого конца. Провяжем еще 2 пару рядов лицевой, изнаночной, чулочной вязкой, то есть. Потом будем вязать узелки. Так что в данный момент мы вяжем нужную высоту тапочки. В принципе, где мой сантиметр? Сейчас я это дело вам померяю. Потому что методы вязания у всех разные. Вот смотрите, до узелков у меня где-то, ну, почти 2 сантиметра. До начала сейчас узелков. Пятка. Сколько у меня получилось здесь до узелков? 3 сантиметра подъем я сделала. В начале вот 1,8, где-то 2, а здесь увеличила до 3. Так что вот так вот ориентируйтесь. Все, вяжем нашу высоту. Посчитаем, чтобы у нас здесь
и здесь было одинаковое количество рядов. Довяжем, потом начнем вязать узелки. Идем дальше. Так, что мы теперь делаем? Следующий ряд будем вязать узелками. Узор узелки. Значит, одну петельку снимаем. Из одной петли я вывязываю 3. Раз, накид, 2, 3. Одну сняла, из одной 3. Раз, 2, 3. И так идем до конца ряда. Одну сняли, раз, 2, 3. Одну сняли, раз, 2, 3. Вот такое у нас должно получаться. Одну сняли, раз, 2, 3. Провяжем до конца. Провязали первый ряд до конца. Теперь с изнаночной стороны снятую петлю снимаем, 3 набранных петельки вместе провязываю лицевой. Снятую сняли, 3 провязываем вместе. Сняли, 3 вместе. Нить сильно не натягивайте, но и сильно свободно не бросайте. И так идем до конца. Все, на этом этот узор заканчивается. Следующий ряд, 2 ряда я узелков сделала. Между ними один лицевой, один изнаночный провязала ряд. В общем, лицевой и обратно вернулась изнаночная. Еще один ряд сделала узелков. Потом еще провяжем ряда 4-3. Ориентируйтесь опять же по высоте. Вот он так выглядит. В общем, давайте сейчас закончим с узелками. Провяжем 2 ряда узелков. Между ними сделаем 2 ряда чулочной вязки. И пойдем вязать дальше. Так, 3 петельки вместе лицевой, снятую сняли. 3 вместе лицевой, снятую сняли. Все понятно. Идем до конца. Следующие 2 ряда провяжем основной нитью. Потом опять сделаем узелки. И потом 4 ряда провяжем чулочной вязкой. Вот они вот здесь вот. Ну, я до этого дойду, к вам вернусь. Так, идем дальше. Что я сделала? После узелков провязала 4 ряда чулочной вязкой. Теперь вот такой вот у меня полоса такая получилась. Вот увеличенный задник. Здесь сколько, сейчас я это все замеряю. Вот где-то 3 сантиметра высота у меня. Теперь находим середину. Сейчас я буду вязать мысок. Средние 13 петель. Средние 13 петель. Здесь я ниточку обрезала, как мне не жалко было ее обрезать. Значит, сюда ниточку подключила. Теперь средние 13 петель. Первый ряд я провяжу изнаночными, чтобы отделить немножечко мысок. Закрывать крайние петли буду по лицу изнаночной, по изнанке лицевой. Мысок тоже буду весь вязать узелками, только основным цветом. Между каждым рядом с узелками получится у меня по 2 ряда
чулочной вязки. Отделять их буду. Так, вот последняя. Провяжем 2 вместе. Возвращаюсь обратно. 13 петель. Провяжу их изнаночными. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И последняя 2 вместе, 13. Лицевой провязала. Спицы у меня номер 2,5, если я не сказала. Значит, что дальше делаем? Мысок я буду расширять через... В каждом вот между рядами у нас будут лицевые ряды. С изнанки, кому удобно с лица, я буду расширять сначала и в конце ряда по одной петельке. Расширяем до нужной вам ширины. Я расширила до 21 петли. Вот так вот. Значит, теперь все, начинаем. Что мы начинаем? Узелки. Первую сняла. Так, первый узелок провяжем. Одну провязали, один накид, одну провязали, одну сняла, одну провязали, один накид, одну сняла. 2, 3, одну сняла. Из одной петли 3, 1, 2, 3, одну сняла. Из одной петли вывязываем 3. И так до конца ряда. 1, 2, 3. Одну сняла. Так, а что-то должно было. Последние 2 провязываем вместе. Возвращаемся в начало ряда. Снятые снимаем. 3 вместе провязываем лицевой. Узелок провязываем вместе лицевой. Сняли вместе лицевой. Сняли вместе лицевой. Сняли лицевой. Добавки я буду делать со следующего ряда. Постепенно расширять через один ряд. Потом через 2 ряда. Так, эту сняли. Вместе лицевой. И последнюю провязываем 2 вместе лицевой. Подтянем. Теперь следующий ряд. Кромочную сняли. Все вяжем лицевыми до конца. С изнаночной стороны вяжем какими? Изнаночными. Потом следующий ряд у нас будет опять узелки. И так мы будем чередовать. Не забываем делать добавки. Вот. Крайние 2 вместе. Сейчас я сделаю первую добавку. Обычным способом можете из протяжки, можете накидом. Так, это у меня изнаночные. Вот так я ее сейчас, вот так вот ее накину. Вот так вот, чтобы ниточка сразу сюда шла. Все изнаночными. Две вместе, крайние.
добавочная, 2 вместе. Вязать я их буду в шахматном порядке. Значит, если у нас здесь был узелок, я над ним петельку буду снимать. А где вот у нас здесь протяжка была, здесь я буду вывязывать 3 петли. Здесь у меня был узелок, значит, эту я должна снять. Но так как у меня здесь была добавка, я ее провяжу. Снимаю. Вот где была протяжка, я буду 1, 2, 3. Та, которая была с узелком, я ее снимаю. Будем менять местами. Так, вот узелок. Мы его снимем. 1, 2, 3. Снимем. 1, 2, 3. Снимем. 1, 2, 3. Снимем. 1, 2, 3. И эту я провяжу лицевой, эти 2 вместе. Все. И обратно снятую снимаем, 3 вместе. Вот смотрите, у нас была добавка, я ее провязала. В изнаночном ряду я ее снимаю, и она сейчас вот протяжкой перекроется. Это наша добавочка, получится аккуратненько, ничего незаметно. Теперь 3, которые мы набирали, провязываем лицевой, 3 вместе лицевой, снятую снимаем. 3 вместе лицевой, снятую снимаем. И так до конца. Следующий ряд я провяжу без добавок, потом опять сделаю добавку. И так постепенно расширим. Ну, примеряйте, смотрите, какая у вас толщина нитки, кто туже, кто толще вяжет. Может быть, кому-то 17-19 добавок будет, петель будет достаточно. Поэтому примеряйте и ориентируйтесь. Я вяжу всегда спицами меньше, чем указано на этикетке. Почему? Потому что это тапочки. Вот, чтобы они были плотные. Вот так вот. Что у нас тут получается? Вот, постепенно у нас вырисовывается мысочек. Понятно, да? Вяжем нужную высоту мысочка. Я провязала 14 вот узелковых таких рядов. Я только одни узелки посчитала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Довязала. Давайте довяжем до сюда. Не буду забегать вперед, что будем делать дальше. Вяжем, расширяем сейчас наш мысочек. Так, я провязала последний ряд узелков по изнаночной. Собрала их в кучку, закрыла. Пришла в начало ряда. Значит, что у меня здесь получается? Вот 10 сантиметров у меня получился этот мысок. Теперь у меня здесь по краям осталось по 27 петель. Сейчас я буду вязать, набирать это все, соединять, ну не по кругу, по всей длине тапочка. Крайние опять мы позакрываем. Количество петель уменьшится. Мне нужно, у меня получится 76 петель по объему ноги. Пятку я сократила. Почему? Потому что у меня получалось сильно много петель. Мне это было широко. Поэтому я пяточку сократила. Вы ориентируйтесь, опять же, по своему объему щиколотки, так сказать. Значит так, что я делаю дальше? Следующий ряд все буду вязать лицевыми. Крайние петельки закрою, но уже закрою их лицевой по лицу. Я закрывала изнаночной по всему мысику, когда мы вязали. Сейчас я их закрою лицевой. Вернемся обратно.
Провяжем 4, я провязала 4 ряда. Ну вот опять же, смотрите, это будет вот высота у нас. Можно 4, можно 6. Кто какую высоту хочет. Так, вот у нас последняя петелька. Я их 2 вместе провяжу лицевой, подтянем и дальше иду лицевой до конца ряда, вернусь обратно, по изнаночной все провяжу изнаночными. Понятно, да? Идем до конца лицевыми, возвращаемся изнаночными. Вот эти вот 2 петельки, закроем их изнаночной на изнаночной стороне. Идем дальше. Значит, я провязала 4 ряда. Вы можете провязать больше, можете меньше. И это дело все оставляю на спице. Перейдем дальше к пятке. Находим серединку. Ее нужно было вообще-то обозначить с самого начала. Да, вот отсюда посчитаем. У нас здесь сколько было, сколько петель вы набирали. Находим среднюю петельку. И от нее в каждую сторону отложим. Я подошву начну вязать на 13 петлях. Поэтому вот от средней петли 6 сюда, 6 сюда. 13 петель. Расширю ее до 17. Вот смотрите, набрала 13. Закрывать буду лицевыми петлями. В начале до 7 ряда я сделала все расширение. И дальше до конца вязала на 17 петлях вся подошивка у меня. Потом я ее перешла в пятку и закрыла. Здесь у меня в конце 5 петель. Значит, так, сколько я тут набрала? 10. Вот под первым, под 2 дужками вытягиваю петельку. Вот так, 11, 12, 13. Вернемся обратно. Лицевыми петлями. Четыре, 5, 6. Не подумайте, что это крики у меня в доме. Это у меня соседи такие. Они, если не сверлят, то кричат, убиваются. Поэтому, ну, что делать? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И последнюю петельку. Значит, что я сделаю? Вот это вот 2 дужки. Мы их будем поднимать. Вот смотрите. Вот видите? 2 дужки. Будем их поднимать. И провязывать вместе изнаночной, да? Значит, вот так вот. Вот так спицу ведем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 13. Две вместе изнаночной. Так, провязали. Теперь все вяжем лицевыми. 2, 3, 4. Где-то с какого? Со 2 ряда я начну делать прибавки. Сейчас первый ряд закроем первые петли с боковых сторон, а потом уже будем делать прибавки. Так, последняя петелька.
как бы вам так, чтобы тут было видно. Вот по 2 дужки подняла. Вот видите, вот это вот. Вот. Вот ее подняла. 2 вместе лицевой. Ах, какая эти спицы по столу шуршат. Все, дальше идем точно так же. Всю подошву вяжем лицевыми. Прибавки я буду делать в изнаночном ряду. Со следующего ряда начну прибавлять. Вот эту сняли. Сейчас я еще, чтобы было понятненько. Вот ее подняли. Две вместе изнаночные. Так, хвостик подтянем. Понятно, да, девочки? Давайте сейчас довяжем подошву до конца. А там пятка, там уже вязать легко. Я вот с утра начала, сейчас сколько у нас? 4 часа. Ну, наверное, не успею сегодня закончить, потому что домашние дела еще надо успеть сделать. А так, в принципе, кто работает за 2 вечера свяжет, кто не работает за 1 день, можно связать. Так, а где это наша петелька? Вот 2 дужки. Все. Иди сюда. Подтянули. Ой. Вот так вот закрываем. Теперь через ряд сделаю я, сколько это у меня, 2 раза прибавлю по 2, 13 петель, до 17 расширю. Вот так вот. Опа. Ой, не туда, подождите. Нет, не так. Там мы будем вязать сейчас лицевыми. Вот так вот накинула. Вот так вот. О. Ну, а вы прибавляете так, как знаете, так, как вам удобно. Соседи кричат, под столом храпит кошка. Так что на заднем фоне, наверное, звуки будут такие странные. Кошка у меня старая, поэтому храпака дает целый день. Так, теперь что у нас? Еще одна прибавочка. И закрываем 2. Две лицевыми, 2 изнаночными. Привыкла изнаночными закрывать. Наоборот, теперь все. Закрываю 2 изнаночными. Все, а с лица у нас будет лицевая. Вот такая косюля вырисовывается. Понятно, думаю. Девочки, кому будут какие вопросы, пишите в комментариях. Будем разбираться. Постараюсь всем ответить. Просто я не всегда в первый день вижу все комментарии, поэтому... Что делаем дальше? Вяжем до конца. Довяжем до конца. Я к вам вернусь. Будем вместе сокращать пятку. Провязали мы нашу подошву. Дошли до пяточки. Пяточку будем провязывать. Также продолжаем, как вязали подошву. Переходим в пятку. У меня было 17 петель. Я вначале сразу по одной петельке закрыла.
Теперь сокращу до 5 петель. Вы опять же ориентируетесь по своей ширине. Может быть, вы полностью сократите до одной петельки. Сейчас я закрою здесь на краю, потом будем сокращать. Так, вот она. Верхнюю часть я из круговых спиц перенесла на носочные чулочные спицы. Мне так удобнее будет вязать вверх по кругу окантовку. Вы можете продолжать вязать на круговых спицах, кому как удобно. И закрываем через ряд с краешку, с каждого края по 2 петельки вместе сокращаю. Вот обычным способом, без всяких заморочек. И также 2 петельки в конце. Мне нужно будет сократить 10 петель. Я оставила 1, 2, 3, 4, 5, 6 с каждой стороны. Вот предпоследние 2 петельки, 2 вместе. Все. И крайние тоже провяжем. Так же, как мы закрывали пяточку. Ой, пяточку, подошву. Все, эти провяжем 2 вместе. Понятно все. Изнаночную часть мы не закрываем, провязываем все лицевыми, так же как вязали подошву. Потом по лицу опять закроем. Через ряд можно закрывать, можно в каждом ряду. Да, особой роли не играет. Сократим лишние петельки. Кому ширина нормальная будет, можете не сокращать. Поэтому вот так вот. 2 вместе. Первую сняла. 2 провязала вместе. И также в конце ряда. Понятно, да? Давайте закончим нашу пятку. Закроем все петли изнаночной. И потом будем делать окантовку по кругу. Вот последние, предпоследние 2 вместе. Последнюю сняли. Провязали 2 вместе. Где наша? Вот, все. И в таком же духе продолжим до конца. Закрыла пятку изнаночными петлями. Разворачиваюсь. Крайние, вот здесь, чтобы не было у нас дырочек, их потом тоже по 2 вместе провяжем, если нужно будет. И все петельки по кругу сейчас буду вязать изнаночными. Первый ряд по кругу провяжу все изнаночными. Дальше буду вязать все лицевыми по кругу. Всего провяжу 13 рядов. Значит, 6 ряда сейчас у меня спицы номер 2 и 5. С 6 ряда я буду вязать на полномера меньше спицами номер 2. В общем, желаемую высоту провяжем. Потом закроем вместе. В этот раз по тому же самому принципу буду закрывать, только за другие петельки подхватывать. Все, практически закончили.
Вот петли со спицы все провязываем изнаночными. Думаю, как вязать изнаночные петли показывать не нужно. Пройдем все по кругу. У меня получилось 76 петель. Я здесь закрыла по одной. Вот здесь переход тоже еще в самом первом ряду закрыла. Поэтому вот вышло 76 петель. Нормально. Как раз как тапочек такой получился. Хотя у кого ножка маленькая, 60 петель подходит и 65. В общем, по-разному получается. Все, довяжем до конца изнаночными. Следующие по кругу 13 рядов будем вязать все лицевыми. Так, провязала я нужную высоту бейки. У меня это 13 рядов. Сейчас я это замеряю. 3 сантиметра. Половинку я провязала спицами номер 2,5. Внутреннюю часть, та, которая будет перегибаться, я провязала спицами номер 2 на пол номера меньше. Теперь что дальше сделаем? Сейчас я их замеряю, что у нас тут получилось. Ну, как я и говорила, 23,5 сантиметра. Еще подтянутся. Ну, кому в натяжку, кому свободно. Теперь выворачиваем тапочек. Все эти петелечки аккуратненько перегибаем, чтобы это все совпадало, чтобы не перекосило. Теперь смотрите. Вот у нас есть такая тут бороздка такая. Это у нас был ряд, который мы изнаночными набирали. Над ним, вот первый ряд, я за них буду цеплять петельки. Вот за них буду монтировать. Сейчас одну отсюда снимем, одну с петельки снимаем. Вот первую подняли. Можно это делать иглой, кетлевкой. Будет выглядеть тогда все изнаночными. Но я кетлевку, для меня это сложно, нудно. Точно так же, как этот матрасный шов, или как его говорят. Так, сняли. Поэтому можно иглой приделывать, только не затягивать. Я все время крючком привязываю, так привыкла. Вот одну подняли. Захватила и протянула. Так же, как я делала в тот раз, только там у нас была первая наборный ряд, а здесь вот первый ряд после изнаночной. Я за них подхватываю. Петелечку подхватили. И вот так протянули. Сняла. Следующая петелька, вот она. И так идем до конца. В конце закрепим, спрячем кончики. Сейчас я эту спицу уберу, чтобы лучше было видно. Одну снять.
Все. Разравниваем, чтобы так вот они ровненько все были. Понятно, да? Заканчиваем наш тапочек. Вот протянули. Вот так вот. Так идем до конца. Вот так вот получится с лица. Все, девочки, на этом заканчиваем. Всем легких петелек. Хорошего дня. Вот что у меня осталось из 100 грамм. Сколько тут? Ну, не знаю. Грамм 20, наверное, не больше. Так что вот, моточек 100 грамм еще и осталось. До новых встреч. Готовьте крючки. Новые тапочки будет тунисским вязанием.